Привет, YouTube! Это Маша Пушка, и в этом выпуске я предлагаю узнать, сможет ли человек с нуля научиться петь за 2 недели. На протяжении 14 дней я каждый день занималась вокалом, а в конце я отправилась на студию и записала песню. В конце этого видео вас ждет сравнение до-после, но обо всем по порядку. Не все они начали в 3 года. Не Адель, но это такая половина Адель. Что не так со мной? Не-не-не-не-не. Я просто не успеваю дышать. Вот, Что? На многие вопросы может ответить себе сама. Ой-ой-ой. Зачем мне это? Ответ очень прост. Мне просто нравится петь. И когда я позволяю себе делать это в полный голос, что называется, от души, Сделай первый шаг, побори свой страх. я получаю нереальный кайф. Но это происходит только тогда, когда я нахожусь сама с собой наедине, когда меня никто не слышит, и чаще всего это происходит за рулем машины, ну или после парочки бокалов вина с подружками, и да, это песня Меладзе. Но, как вы понимаете, есть одна проблема, и эта проблема состоит в том, что я совершенно не умею этого делать. Меня зовут за горизонт. Would you tell me I was wrong? Would it help me understand? Что не так со мной? Когда я смотрю выступления талантливых вокалистов, у меня по всему телу пробегают мурашки. И иногда я думаю, пожалуйста, пусть в следующей жизни я буду певицей. Но я решила, что ждать следующей жизни... Я никогда нигде не занималась, и самородком меня тоже не назовешь. Но я решила, что ждать следующей жизни очень долго, и нужно сделать хотя бы один маленький шаг навстречу мечте в этой. И написала Алене. Алена Налимова, основательница школы вокала «Теплица». Аккаунт школы как-то просто вылез мне в Инстаграме, я зашла на него и залипла. Меня как-то зацепила Аленина подача, харизма, энергетика. И до того, как этот проект, когда я вырасту, подтолкнул меня к этому эксперименту, я где-то полгода была просто подписана на аккаунт школы, следила, смотрела. И вот решила написать, и, как вы можете догадаться, Алена согласилась. У школы, кроме Инстаграма, также есть интересный YouTube-канал, где Алена рассказывает о вокальных мифах, упражнениях и новостях из музыкального мира. Ссылку оставлю в описании. Это ASMR. Весь челлендж можно разделить на 3 этапа. Подготовительный, о котором мы прямо сейчас и поговорим подробно. Основной, это 2 недели ежедневных занятий. И кульминация. Я должна была записать песню на студии и выложить в сеть итог. Для начала Алена сказала мне составить 2 списка песен. Основной вокальный плейлист – это те песни, из которых мы будем выбирать основную, ту, на которой я буду тренироваться. Главный критерий – эта песня не должна быть слишком простой и слишком сложной. Трудных мест должно быть не более 30%. И второй плейлист – «Мечта». Это сложные песни, которые я когда-нибудь хотела бы спеть. Из нее мы также выбрали одну песню для тренировки, чтобы было не скучно. Оказалось, что у меня даже есть жанровое предпочтение, хотя мне казалось, что все эти песни очень разные. Из этих плейлистов Алена выбрала несколько песен, которые я должна была спеть и прислать ей записи. Во второй тур прошли. Не знаю, почему я жутко волнуюсь. Вдаль унесенные ветра. Вот лист, песня вторая. Меня зовет. Ой. И когда скоро я не узнаю голоса твоего. Прошу прощения твоих ушей. Переходим к десерту. Seems like it was yesterday.
победителем стала песня из мультфильма «Моана» «Сердце мое». Снова слышу этот шепот прибоя. Кто я, где мое сердце, знает лишь одна вода. 100 раз обещала им не спорить, но влечет вновь меня море, как будто я его волна. И песня «Heart» Кристины Агилеры. Но маленький спойлер, до нее руки, точнее рот, так и не дошел. Мне с лихвой хватило одной песни, я посвящала ей все свободное время и силы. Чтобы отследить прогресс, ну или его отсутствие, мы сделали запись до и после. Вот фрагменты этой песни до начала моих занятий. Вот и парус поднять, путь отправиться дальний. Вот свет пролет, и знал, что он хочет мне открыть свои тайны. Но так вперед, вижу сон, шли в путь на волнах хрустальных. Обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы узнать, ну, хоть как-то отличается видео после или нет. Ну а мы приступаем к основной части наших занятий. Мы созвонились с Аленой и провели первое вводное занятие. Давай познакомимся, мы с тобой уже немного знакомы, совсем чуть-чуть. Ты не только преподаешь вокал, у тебя еще есть различные направления в музыке в том числе. Расскажи о себе. Меня зовут Алена Налимова, мне 29 лет, я вокалистка, я педагог по вокалу, и еще я звукорежиссер и продюсер, я пишу свою музыку. Занимаюсь вокалом уже 16 лет, и 10 лет я преподаю. У меня есть своя группа Young Adults, это в прошлом трио, а потом мы стали дуэтом. И да, в какой-то момент, когда я пела, в какой-то момент я поняла, что я накопила уже достаточно опыта, чтобы делиться им, чтобы помогать вокалистам, начинающим и продолжающим вокалистам справляться с трудностями, с которыми они встречаются. Когда я создала онлайн-школу «Теплица». Да, еще я свожу музыку. Я люблю звукорежиссуру и пишу электронную музыку. И сейчас готовлю разные проекты, в том числе готовлю свой сольный проект. Неопознанная Ефрита. Это я? Да, неопознанная Ефрита. Даже звучит красиво, но, возможно, это какое-то странное животное. Это очень красивый такой, это красивое животное, на самом деле. Мне кажется, это что-то вроде... хотя... Нет. Потом покажу. Ладно. Интересно, с зубками такое. Какие достоинства у твоего голоса? У тебя классный голос, на самом деле. И поешь ты классно. У тебя такой нежный тембр, мягкое такое звучание, голос скорее высокий. Вот, но вообще у тебя, что диапазон может быть очень хороший, у тебя могут быть такие мясистые нижние ноты тоже. Ты достаточно точно интонируешь. Что еще? Ты делаешь все музыкально. Ты, правда, хорошо музыку чувствуешь, ты чувствуешь ее движение, динамику. И еще одно достоинство, у тебя достаточно выносливый голос. Вот, это классно. 2 очень важные точки роста — это дыхание, и второй недочет — это неполное пока звучание. Они на самом деле тесно связаны между собой. Ты забываешь вдыхать. Вот это что касается техники дыхания, да, особенно в Моане, там есть такие долгие фразы, которые поешь вообще не вдыхая. На первом занятии Алена рассказала мне о базовых вещах, таких как дыхание. Рот — большое отверстие, ты можешь им эффективно вдохнуть быстро, поэтому вдох ртом. А еще и мужчины и женщины дышат по-разному. Вот, что? Потому что, да. О грудном и горловом резонансе. Это так называемый твэнг. Вот. Это вот эта часть в голосе. Эй! Опять носом смотри, что творится. Ничего. И вокальной подачи. Значит, смотри, по поводу подачи. Ты когда поешь, старайся, вот это очень важно, направлять звук от себя. Ты как бы его выкидываешь постоянно. После чего мы перешли к разбору упражнений, которые я буду делать самостоятельно на протяжении 2 недель. Итак, мы решили, что план моих занятий будет выглядеть следующим образом. Дыхательные упражнения. Выглядит так. Вот, и на каждый хват делаешь вдох. Ты хрюкай. Берешь вдох и сразу выдыхаешь. Произвольное упражнение на твэнг и тверк.
I got bands in the coop. Touch me, I'll shoot. Да, мяу. Мяу. Молодец, мяу. Мяу. Без вот этой части. Мяу. Кошечка не больная. Кошечка здоровая. Очень злая. Чем выше ноты, тем злее кошка. Артикуляционная разминка. Типа, там, бык-бык, тупогубенький бычок. Растяжка. Слоговое упражнение. Ке-ке-ке-ке-ке-ке-ке-ке. Мама-мама-мама-мама-мама. Упражнение на твэнг. Не-не-не-не-не. Е-е-е-е-е. Я-я-я-я-я. Упражнение на гласные звуки. А-е-йоу. Ага, у тебя и немножко проваливается. И отработка песни. Сейчас я отключу наушники. Чтобы меня не слушать в наушниках. Блин, тут реально с вступлением я такая, да у меня получится. Я реально несколько раз его тренировала, потому что он там такое непонятное, в общем. Можно даже немножко на гласные звуки отпустить, не так сильно, как я показала, но вот в эту сторону. Чуть-чуть. Как скриптонит. Гласные. Давай еще раз. Меня да куда же я собралась? В общем, вот так. Вот как вообще произошла твоя... Ну, как ты вообще изначально стала заниматься вокалом? Как это произошло? Как у всех в детстве тебя отдали родители? Это твой был осознанный какой-то выбор уже? Расскажи об этом. Я пела с пеленок, как это часто бывает. Пела. Родители меня ставили на стульчик, говорили, спой там гостей из будущего. Я пела. Интересный выбор. Вот, мне очень нравилось. И втайне мечтала быть певицей. Но как-то вслух мне признаваться было неловко. Я занималась на фортепиано и как-то попала в музыкальный колледж на конкурс. Попала в музыкальный колледж, очутилась в компании музыкантов и поняла, что это мой мир. Это было в 15 лет, я заканчивала школу, и я быстренько подготовилась за 3 месяца и поступила в музыкальный колледж. И с тех пор я музыкант. Просто обычно, по крайней мере, мой, да, там опыт, что это прям совсем юные детишки, там либо музыкальная школа, либо педагоги, и начинают заниматься, вот. А про то, что, например, кто-то уже в таком подростковом возрасте уже сам начал заниматься, это довольно редко, в общем, встретишь, поэтому это тоже очень прикольно. Я действительно начала профессионально заниматься в подростковом возрасте, и мне пришлось наверстывать. Но я смогла это сделать, я убедилась, что можно во взрослом возрасте действительно наверстать. Не все профессиональные вокалисты, которых вы слышите на большой сцене, не все они начали в 3 года. Распространенное мнение, что бальные танцы — это дорого, это дорогой вид спорта. Заниматься вокалом — это вообще, это дорого? Сколько стоит заниматься вокалом? Занятие вокалом, на самом деле, сравнительно экономично. То есть ваши расходы — это только уроки педагога. Конечно, можно заниматься без педагога, но это более медленный путь. Не говоря уже о спорте, о каком-нибудь теннисе, какие-нибудь лыжи. В общем, нет, вокал в этом смысле намного проще. Что было катализатором к тому, что тебя вдохновило? Ты решила, я могу не просто петь, я могу еще кого-то этому учить. Здесь не было одного события, но здесь была череда событий. К сожалению, в России педагогов по эстрадному вокалу не очень много хороших. Мне приходилось много заниматься самой, много анализировать, много копать. В какой-то момент я поняла, что я хочу помочь следующему поколению новичков, которые так же, как и я, путаются, так же, как и я, не могут найти ответы на свои вопросы. И я поняла, что я хочу им помочь, потому что мне в свое время не хватало наставника, и теперь я хочу стать этим наставником. Для меня вообще занятие вокалом — это, в принципе, магия, вот, но когда я увидела вообще ваш аккаунт, для меня на самом деле было открытие, что можно заниматься вокалом онлайн. Как это вообще происходит? Почему это вообще можно делать? Почему это не препятствие? И о том, как ты вообще проводишь свои уроки? Хороший вопрос. Почему иногда кажется, что нельзя? Вот так хочу с этой стороны зайти. Чаще всего людям кажется, что нельзя заниматься онлайн-вокалом, потому что
ноутбук или телефон не искажают звук. Сейчас очень уже хорошее качество микрофона и у ноутбуков, и у телефонов, особенно если это Apple, но на самом деле у Android тоже прекрасное качество. Даже уже некоторые артисты пишутся на микрофон iPhone, там Луна, например. В том числе пишется на диктофон. Онлайн заниматься вокалом очень даже можно. Качество звука сейчас отличное, и оно становится все лучше и лучше с каждым днем. Вообще, занятия вокалом онлайн, они требуют немножко больше включения от ученика. Сколько нужно обучаться вокалу, сколько нужно заниматься, чтобы научиться петь? Ну, это очень популярный вопрос. И тут сначала нужно определить, что такое научиться. Ага. Например, там Адель, она научилась, но вот если дать Адель, например, спеть песню Агилеры, то она ее не споет. Это значит, что она не научилась или что? Вот. То есть, на самом деле, учиться, мы учимся всю жизнь, и учиться можно постоянно. И всегда есть что-то, что вы не умеете делать. Наверняка твои подписчики хотят все-таки цифры услышать. Если заниматься с нуля, то за пару лет можно стать полупрофессионалом, если заниматься очень интенсивно, если стараться, если анализировать свое пение, если делать работу над ошибками, если брать консультацию у коуча, у педагога. Лет за 5, года за 4 можно стать профи. Но это, конечно, при условии тщательной работы. Что мы должны увидеть за эти 2 недели, которые буду заниматься я? Что должны почувствовать? Да. За эти 2 недели у тебя, во-первых, голос должен окрепнуть. Он начнет звучать полнее, он будет лучше тебя слушаться, и координация у тебя будет лучше, то есть будет лучше точность, и ты будешь чувствовать контроль над голосом, ты будешь лучше им управлять. Эти 2 недели — это как такая демо-версия вот этих 2 лет. Получится такой демо-вариант полупрофессионального голоса, а полупрофессиональное звучание — это, на самом деле, очень круто. Вот, это, может быть, звучит не, например, не Адель, но это такая половина Адель, пол-Адель, а это уже очень хорошо. Отлично, закрепим. Так что входит. У нас должна получиться половина Адель в конце через 2 недели. Пол-Адель. Мне, пожалуйста, пол-Адель, пол-Агилеры и четвертинку Тимберлейка. Мы сделаем этот коллаж потом из этих людей. Да. Вот я и осталась с вокалом 1-1. На первом самостоятельном занятии 90% времени я пыталась въехать в то, как делаются упражнения. Особенно я встряла на губной трели. Там будет такое видео смешное, блин. Что было все? Оставшиеся 10% занималась песней. Но в этот день я даже не пела, а слушала мелодию, инструментальную часть, исполнение вокалиста и фразировку. Знает каждый, в чем его доля, все играют свои роли, и я знаю, что он хочет мне открыть свои тайны. Решила, что будет не лишним добавить гимнастику Стрельниковой в свою утреннюю зарядку. Само занятие, как и положено, начинаем с упражнений. И хоть Алена и сказала... У тебя хорошая артикуляция, то есть ты знаешь, как подавать текст так, чтобы он был такой активный, яркий, то есть здесь все в порядке, просто помни об этом. Я решила не пренебрегать артикуляционной гимнастикой. Карл у Клары украл кал... И, видимо, правильно сделала. На 3-й день я наконец-то добралась непосредственно до вокала, и пока еще я пела под оригинал, подпевала ему, и вдруг поняла, что я просто не успеваю дышать. В 2 фрагментах песни я просто не слышу вдоха и даже не понимаю, как его там вообще можно успеть взять. Мне просто не хватает воздуха. Алена прислала мне текст песни с помеченными местами, где нужно брать воздух, а также сказала замедлить фонограмму и попробовать послушать и попеть эти места в более медленном темпе. Я замедлила фонограмму, и у меня получился «Show must go on». А если серьезно, мне это очень помогло, и за 2 дня я более-менее разобралась с дыханием в этих трудных местах. Где-то место для вдоха, каждый новый шаг, каждый поворот, каждый слепый знак меня ведет. Небольших ветров и бессонных лет я хочу
Из побед на 4-й день меня ждало не только побежденное дыхание. Ну и на этой волне успеха я решила попеть песню в полный голос и сделать контрольную запись по итогам 4-го дня. Он с ветра льет на все то, что там меня так долго ждет. Пока я делала эту запись, я поймала себя на мысли, что в тех местах, где я чувствую себя уверенно, я ловлю такой кайф, и это очень приятное чувство. Я перестала бояться петь в полный голос в принципе, но не перестала бояться высоких гласных, особенно А. Ею я и занималась на следующий день. Не спорить. Во время занятия я чувствовала, что у меня начинает уставать горло и даже немного болеть. Оказалось, что это может быть из-за техники, и чем она лучше, тем меньше будет подобных неприятностей. И в тот день я решила сильно не усердствовать. И в итоге переусердствовала, но с отдыхом. Вообще удалим это все. На 6-й день я пропустила занятия. И это был для меня очень тяжелый, непростой день во всех смыслах, и я решила, что лучше я вообще не буду заниматься, чем я буду заниматься в таком вот нересурсном состоянии. Приветик. Сегодня 7-й день челленджа, и так вышло, что вчера я пропустила занятия, но я дала себе слово, что сегодня я позанимаюсь дважды. Накануне Алена скинула мне пункты работы над ошибками, и если большинство из них было довольно просто исправить, то над протяжностью пришлось потрудиться. Вот, меня зовет за горизонт. Прошло ровно 7 дней с начала нашего эксперимента, это значит, что наступил экватор и самое время чекнуть промежуточный итог. Вижу солнечный путь на волнах хрустальных. Он за собой меня ведет, чтоб меня ждет. Я не знаю, можете ли вы представить, как мне было непросто смотреть на себя со стороны тогда, да и сейчас. Но я понимала, что так можно быстрее отследить какие-то слабые места и справиться с ними. Еще сложнее мне было выложить первое видео в Инстаграм, ведь для чистоты эксперимента я каждый день вела там сторис-дневник. Все они сохранены в актуальном, можете зайти посмотреть, если вам интересно. Ссылку на них я оставлю в описании. К 8-му дню я стала тратить на упражнения гораздо меньше времени, потому что знала и понимала, как их делать. Я получила от Алены обратную связь и решила сосредоточиться на точности впевания мелодий. И если для тренировки дыхания оригинал и минус нужно было замедлить, то здесь наоборот ускорить и репетировать под них. 100 раз обещала им не спорить, но влечет вновь меня море, как будто я его волна. Каждый новый шаг, каждый поворот, каждый след и знак вновь меня ведет. На 9-й день мы вернулись к истокам, а именно к пению в машине. У меня была довольно долгая поездка за город, так что на пути туда и обратно я решила позаниматься вокалом. Порядок упражнений я воспроизводила на память, и это было одно из самых раскрепощенных моих занятий. Я не оглядывалась на соседей, родных и на то, что меня кто-то может услышать. Все. 10-й день оказался очень насыщенным, поэтому до вокала я добралась только к ночи. Пропускать я не собиралась, и я решила засесть за просмотр рекомендованного Аленой YouTube-канала. Время на часах не позволяло мне петь громко, но это оказалось мне на руку. Ведь одно из Алёниных замечаний как раз было: сейчас немножко крикливости многовато. Это помогло перейти с крика на более мягкое и спокойное исполнение. 10-й день закончился вокалом, а 11-й с него начался. Кроме самого занятия, в этот день мы провели с Аленой прямой эфир в Инстаграм, где я делилась своими впечатлениями новичка, а Алена, как профи, отвечала на вопросы о вокале. Оставшиеся дни я быстро расправлялась с распевкой и пела.
а в глазах каждый день океан бескрайний. Течет жизнь на острове беспечно, вечно людям доставляя радости день ото дня. Вижу солнечный путь на волнах хрустальных. Как вы могли услышать, к финальному дню мы подобрались до конца побежденными высокими нотами. Они даются мне через раз. Но с прогрессом по многим направлениям дорожного движения. А оценить сами, есть прогресс или нет, вы сможете уже сейчас, потому что мы будем сравнивать до-после. Снова слышу шепот прибоя. Кто я, где мое сердце, знает лишь одна вода. Снова слышу этот шепот прибоя. Кто я, где мое сердце, знает лишь одна вода. Меня зовет за горизонт. Меня зовет за горизонт. Только сердце мне не про то поет, что не так со мной. Только сердце мне не про то поет, что не так со мной. Он за собой меня ведет. И я знаю, что он хочет мне открыть свои тайны. Но так вперед. Он за собой меня ведет. И я знаю, что он хочет мне открыть свои тайны. Ну так вперед. Основная часть эксперимента позади, но впереди то, ради чего все затевалось – запись песни на студии. Поэтому мы решили созвониться с Аленой еще раз, чтобы вместе позаниматься, подготовиться к записи и подвести свои личные итоги. Я вот тебя хотела спросить, чему ты научилась? Мне кажется, что я чуть получше стала разбираться в том, какой звук из себя достать. Я в целом стала по-другому дышать, и мне кажется, что я теперь часто, даже когда, например, говорю, у меня какой-то там длинный спич, то я тоже могу говорить, ну, то есть, опираясь, на опоре. То есть дыхание, я думаю, что я в каком-то смысле смогла себе подчинить. Те вокальные части песни, которые отрабатывала, которые были не очень высокими, в целом они почти всегда мне поддавались. Припев у меня почти весь не получался, сейчас у меня там в припеве, ну, на мой взгляд, прям очевидно не получается несколько высоких мест. И еще мне кажется, из того, что у меня, типа, получилось сделать, это, ну, как-то, знаешь, типа, там, перешагнуть еще раз через себя, там, признать, что у тебя что-то может не получаться, и что, ну, как бы, что это нормально, что ты над этим можешь работать. Что... Да, что это может получиться потом. Но очень, очень важно, может быть, даже самое важное, что ты теперь знаешь технологии. Ты на многие вопросы можешь ответить себе сама. Мне все очень понравилось, не знаю, как моим соседям, как моим, не знаю, людям, которые со мной были рядом. Еще я начинала заниматься, и у меня обычно всегда был какой-то, не знаю, вот подъем, что ли, эмоциональный, в том числе, меня это прикалывало. Спасибо тебе, что ты согласилась на эту авантюру. И тебе, конечно, спасибо за усердие, то есть таких ответственных учеников, как ты, которые действительно делают задания, которые действительно анализируют, действительно там смотрят, слушают рекомендации, это, ну, редкость, правда. И еще меня поразило, насколько ты действительно быстро схватываешь и быстро можешь исправить свою ошибку. Я тебе прям рекомендую продолжить заниматься. Можно не каждый день. Конечно, каждый день это сложно. Споем, да? Угу. А теперь переходим к инструкциям перед записью. Записываю. Значит, пометь себе в тексте, где ты отпускаешь слоги. Можно прямо проговорить текст и поставить ударение. Ага. Есть два способа записи вокала. Можно записать вокал целиком.
Можно записать вокал по кусочкам. Старайся в этот день распеться, но не перепеть. Не слишком много говорить. Старайся распределить силы. Да, это, конечно, тоже будет тот еще челлендж. Ну что ж, мы отправляемся на студию, и я бы хотела поблагодарить Олега Хозова и его студию Fresh Records за запись, сведение и магию, волшебство, потому что благодаря нему я поняла, что в ваших динамиках может запеть кто угодно. Где мое сердце? Намного лучше, но барашки у нас там есть. Так? Да, уже лучше. Ну и пока все мы еще здесь, я заранее вам скажу, спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, можно ли считать наш эксперимент успешным, а также чему еще мне стоило бы научиться. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих видео. А теперь песня. Снова слышу этот шепот прибоя. Кто я? Где мое сердце? Знает лишь одна вода. 100 раз обещала им не спорить, но влечет вновь меня море, как будто я его волна. Каждый новый шаг, каждый поворот, каждый след и знак вновь меня ведет в мир больших ветров и бездонных вод. Я хочу уплыть, а в глазах каждый день океан бескрайний меня зовет за горизонт. Вот бы парус поднять, путь отправиться дальний. Он свет прольет на все то, что там меня так долго ждет. Течет жизнь на острове беспечно, вечно, людям доставляя радости день ото дня. Знает каждый, в чем его доля, все играют свои роли, и может мне пойдет моя. Стану я вождем, поведу народ, будем процветать мы из года в год. Только сердце мне не про то поет, что не так со мной. Вижу солнечный путь на волнах хрустальных, он за собой меня ведет, и я знаю, что он хочет мне открыть свои тайны. Но так вперед, сделай первый шаг, побори свой страх. А в глазах каждый день океан бескрайний меня зовет за горизонт. Вот бы парус поднять, путь отправиться дальний. Он свет прольет, что меня ждет. Ого, там какое эхо.